Приветствую вас, друзья! Сегодня 28 марта 2026 год. Я снова приехал на рыбалку, весенняя рыбалка около острова Судачий на Волге. Ну что же, 2 дня прошло, я не выдержал и снова приехал рыбачить. В прошлый раз, как вы видели, я поймал всего одного бёршика, поэтому думаю, сегодня что-нибудь поймаю в больших количествах. Погода хорошая, такая же, как и в прошлый раз. Солнце жарит. Вот, одна футболка у меня, ну и шарфом замотался. Хотя по прогнозу смотрел, вроде как облачно. Обещали, но солнце жарит. Так, ну что сказать, где я буду располагаться? Я вот снова остров Судачий. Вот он. Я решил в свой заливчик подойти и сесть там. И смотрите, да, вон там рыбак ходит. Сейчас с ним поговорил. На 7 метрах пытается рыбачить. Тоже на тюльку, ничего не клюет. А вон там вдалеке 2 рыбака. И смотрите, они тут что наставили. Жерлицы. Я их насчитал 11 штук. Ну, вам будет плохо видно. Вот там вдалеке начинается. И вот они вдоль всего берега, смотрите, выставили жерлицы. Кстати, начало уже сильно так довольно-таки подтаивать. Я вот там шел, там была полынья. Ну, открытой воды не было, но было уже темный такой лед. Слушайте, а здесь вообще мелко. Они поставили где-то на 3 метрах жерлицы. Вот так вот она выглядит. Флажок и леска там опущена с тюлькой. Если рыба клюнет, леска начинает разматываться, и флажок поднимется. Ну, будет заметно. Вот такие жерлицы. Она, видите, так намотана, специально сделана вон на такую катушечку, что за леску, если дернуть, флажочек поднимется. Он на железной пластинке прикреплен. Вон их тут сколько. Я говорю, я насчитал их 11. И они поставили все на мелководье. Здесь 3 метра. Ну и поставлены они, разумеется, с наживкой, там тюлька. То есть это не на леща, это именно на хищную рыбу. Вот еще. Я с середины шел, считал, 11 насчитал, но их тут, видимо, больше. Вот я, по-моему, до сюда только досчитал 11. Вот это, наверное, уже 12-я жерлица. Я надеюсь, они закончатся до того места, где я планирую рыбачить. С рыбаком поговорил, он тоже говорит, должна к берегу идти. Ну, у меня со всех рыбалок она клевала всегда на глубине. Вот здесь я говорю 3 метра, где они поставлены. Так, вот он мой заливчик. Вон лунки пробурены. И они все пробурены на мели. Ну как мели, тут 3 метра. 3, 4, 5. Глубина дальше. Так, я в обед сегодня планирую сходить на остров. Я взял с собой табличку, как обычно, чтобы ее прикрутить. Ну, в прошлый раз был, когда я тут помните, да, я снимал видео, снегом все там замело. Стол под снегом, лавки под снегом. Так, вот он заливчик. Ну и я вот сейчас на своих местах поставлю удочки. Опять-таки я буду рыбачить на глубине 12 метров. Вот. В обед схожу на остров. Посмотрим, если совсем будет глухо, может быть, после обеда на Волгу пойду.
Вот, ну, до обеда буду точно здесь. Выставлю свои 3 удочки. Без мотылку взял на всякий случай, ну, посмотрим. В общем, пошел рыбачить. Клюнула. Клюнула, ребятки. Сейчас посмотрим, что. В перчатках неудобно. Ай, вон она. Упустил. Прям в лунки ушла. Ушла прямо в лунки. Я решил снимать видеоролик. Смотрю, раз задергалась. Поклевка. Тащил, но в перчатках неудобно. Я надел перчатки, потому что солнце жарит. Да, еще вот панамку такую одел. Чувствую, сгорит у меня все. Ну, сейчас буду выуживать. Я почему фрагментик решил заснять? Вот на той удочке 12,5 метров поймал судака. Вот он. Судачок. Ну, сантиметров 30. Вот такой судачок. Не знаю, куда его девать. Надо закапывать. Надо искать глубокое место. В перчатках неудобно, но я их одел, потому что, ну, все сгорит, если их не одевать. Поэтому в перчатках. Так, ребятки, была поклевка, так что сейчас будем доставать, пытаться выудить. Начался клев. Этого судака я поймал в 11:15. Вон на той удочке. Вот он. Ой, у него пузырь. А что у него пузырь вылазит? Воздушный пузырь вылез. Почему? Ему жарко, наверное. У меня пакетик-то есть, ну, куда я воду наливал, помните? Но проблема в том, что мне нечем воду черпать. Блин, снега-то нету. Что-то он жабры раздул, и у него пузырь вылез. Жарко, что ли, ему? Не знаю. Что-то надо будет придумывать. Солнце палит. Неимоверно. Все, ребятки, весна настала. Настала весна. Я даже не знаю, что здесь будет. Не то, что через неделю, через 5 дней. Ну, все. Сейчас, наверное, градусов 10. Вот на этой удочке я его поднял. 12 метров. Там 11. Я вот еще хочу поближе к берегу пробуриться. Тяга очень сильная. Сносит. Тяжелые мормышки, но все равно он сносит. Взял не на стоячку, а именно вот на игру. Вон, смотрите, как унесло. Был. Так, ребятки, поклевочка. Куда камеру девать? Сейчас выудим. Вот так пока поставлю. Была поклевка.
Вполне возможно тот судачок, который вон на той лунке у меня ушел, сейчас здесь возьмет. Надо ту удочку пойти отпустить. Да, и судака надо пойти закопать. В такую жару. Но мне только его в снег. Я могу наполнить пакет водой? Вернее, не могу, мне нечем наполнять. Как уносит, а? Смотрите-ка. Какая тяга сильная. Была поклевка, когда я снимал. Надо поднять, посмотреть, может тюльки нет. Во время рывка тюлька может слететь. Так, ладно, продолжаю рыбачить. Достану рыбу. Сейчас надо судака закопать. Там удочку опустить и здесь тюльку проверить. Была поклевка. Вероятно, тюлька слетела. В общем, клюет, ребятки, клюет. Я думаю, сейчас достану либо здесь, либо там. Но пока здесь не буду поднимать, мне надо там сейчас удочку сделать. В общем, клюнет, достану еще одну рыбу и продемонстрирую. Я на острове, и вон вижу стоит стол. Снег, значит, немного сошел. А смотрите, что здесь. Верба. Вот она. Уже расцветает. Уже распушилась верба. Конец марта. И вон там верба. Здесь все еще глубоко. Ну вот, больше чем по пояс ушел, смотрите. Офигеть. Не знаю, есть смысл до этого столика идти. А лавок не видно. Лавки под снегом. А вон и Волга. Да. Тает. Тает уже, все тает. Ну, в принципе, я табличку могу прикрутить. Я вижу, моя табличка вон там. В 24 году, которую я крепил. Ну что, здесь ковер, что ли, вытряхивали? Да, вон уже появилась земля. А вот стол. А вон лавка. Ой, а что он прогнил? Да, вон лавка. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, что... Ой, так его сломали. Ой. Стол-то сломали. Так, вот лавка. Да. А вон моя табличка «Остров Судачий». Ну, а остальное все там стерлось.
24 году я ее вешал. Я оставил удочки, не стал ничего брать. Сейчас прикручу ее. Вот такую я сделал. Такая же табличка там на краю острова. Я летом, когда здесь на резиновой лодке плавал, прикрепил. Этому острову посвящена страница вот photosofnature.ru на моем сайте с удачей HTM. Этому острову я посвятил свою страничку одну, на которой просто ссылки на те отчеты, когда я здесь был, на этом острове. И зимой, и летом, и осенью, и весной. Потому что на этом острове я был очень много раз, и у меня огромное количество фотографий. И фотографий, и видеороликов. Фотографий, наверное, уже несколько сотен. Так, я сейчас табличку прикреплю и пойду назад. Что касается рыбы, больше поклевок не было. Я расставил 4 удочки у меня. Один с балансиром, с воблером. Одна удочка с воблером. 3 с тюлькой. И еще одну безмотылку поставил. На безмотылку я там закрепил кусочки сыра навесил. Не, поклевок нет. И рыбаков нет. Все ушли рыбаки. А эти жерлицы стоят. Я думаю, он вечером придет забирать. Я в бинокль посмотрел. Ни одна не сработала, кроме одной. Одна сработанная жерлица. Флажок наверху стоит вот так. Может, там что-то у него попалось. Остальные все жерлицы не сработанные стоят. Вечером, скорее всего, придет подбирать. Я посмотрю. Так, ну что, пока особо говорить нечего. Поклевки больше не было. Вот как это было последний раз. Может быть, сейчас перемещусь туда, вот ближе к краю острова. Так, и вербу надо будет собрать немножко. Вот, ну, клюнет, покажу. Не клюнет, значит, уже вечером, где-то 5:30, сниму заключительный фрагмент. Боюсь, что сегодня последний день рыбалки, потому что сильно, если бы была пасмурная погода и не было так жарко, а с такой погодой я что-то стал сомневаться, что неделю еще этот лед продержится. Сейчас он толстый довольно-таки, он где-то, ну, я показывал вот 2 дня назад. Сам лед где-то 35 сантиметров, 40, и снег еще сантиметров 20. У меня бур уходит по рукоять. Но так как погода такая, он тает очень быстро. Так, ну, в общем, вот такие дела. Сейчас здесь табличку сделаю и вернусь к удочкам. Наверное, перемещусь, потому что, ну, вдруг сидеть на одном месте уже поднадоело. Продолжаю рыбачить. Так, иду я. Время 3:30. Пойду перемещусь немножко на край. Ну, нету, все тихо, поклевок вообще нет. Кстати, я в бинокль посмотрел. Вот 12 жерлиц я насчитал стоят. 2 флажка подняты, 2 жерлицы сработали. Но пока никого нет, никто к ним не подходит. Ну, я думаю, он вечером придет их собирать. Время уже 3:30. Вот флажок поднятый. Сейчас посмотрим. Не, там ничего нет. Он просто от ветра, наверное. О, он у него грузик, он на дне лежит. Там ничего нет.
Когда флажок поднят, это не значит, что 100% там рыба. Потому что вариантов развития событий может быть масса. Рыба могла и клюнуть, но флажок сработал, жерлица сработала, но она потом могла уйти, с крючка сойти. Могло ветром флажок качнуть. Потом лед, снег подтаивает, они немножко наклоняются, жерлицы. И флажок тоже может сработать. Вот я удочки ставлю, и буквально за какие-то там 15-20 минут они у меня сваливаются. То есть снег подтаивает, и они падают. Также и жерлица может. Снег под ней подтаивает. Вон, смотрите, вон, видите, как она упала. Вон что произошло. Видите, как завалилась. Снег тает, и вон она завалилась. И вот та жерлица, скорее всего, тоже там. Чуть-чуть покачнулась, и флажок сработал. Вот еще один флажок. Но я не знаю, что он тут ловит. Он тут, наверное, не знаю, тут, наверное, 2 метра. Вот он, берег-то. Я здесь на лодках плавал. Вот где, вот тут 2 метра. Может, ну не знаю, 3, не больше, я думаю. Вот еще один флажок сработал. Нехорошо, конечно, чужие жерлицы. Пусто. Там ничего нет. И грузик вон валяется на дне. Нету там ничего. Эта жерлица завалилась. Вон, видите, что произошло. Ой, флажок поднятый. Там ничего нет. Так что, если флажок поднят, не факт, что там рыба. Видели, снег подтаивает, и они упали. Так, ну что, мне либо идти вот на край, где я сидел, да? Остальные не сработали флажки. Либо где-нибудь здесь. У меня время до 5:30, еще 2 часа. Я не знаю, где там палки. Сейчас в бинокль гляну. Ну, вот здесь можно попробовать сесть. Ну, мне кажется, он зря жерлицы поставил на 3 метрах. 2-3 метра. Так, вот лунка. О, там вода. Кину я сейчас здесь удочку. Бурить, чтоб... А хотя нет, что, какой удочку? Тут 5 метров. Не. Все на глубине. Все на глубине. Свежих лунок-то нету. Ну вот они лунки, ну. Пробуривать надо. Это застыло. Так, ну вот здесь где-то 10 метров 10, надо еще поглубже. Так, ну, в общем, продолжаю, ребятки, рыбачить. Еще 2 часа есть. Сейчас 3:30. Ну, в любом случае, у меня бёршик есть. Ой, судак. Он, кстати, еще живой. Надо его вытащить. В пакете он упреет. Он живой еще. Вот. Ну и 5:30 снимусь. Посмотрю, где тут еще 2 часа посижу. Где мои палки? Ладно, еще рыбачу. За что я люблю судаков? За уверенную поклевку. Вот он, красавец. Маленький судачок.
Клюнул 16-20. Уверенно. Не как бёрш повисел, а как бум, бум. И он уже здесь. Вот такой судачок. Я переместился. Удивительно, я нашел, наверное, пожалуй, самое глубокое место, которое я здесь вообще когда-то находил. А я тут рыбачу уже 3-й год. 15,5 метров. Вот на такой глубине он взял. Надо запомнить это место, чтобы летом здесь рыбачить. Вон пеньки. Здесь ложбина. Вон пеньки, это мель уже. А вот остров. Начинаются деревья. Вот между деревьями и пеньками, ближе к пенькам. 15,5 метров. Вот здесь. Там 15 метров, где моя сумка стоит. А там уже подъем, там уже 12. Третья удочка. Третья удочка там. Ой. Дай я тебя. Тебя надо в снег закопать. И сфотографироваться надо с тобой. 16-20 взял. Вот здесь 15 метров. Я вербу набрал. Зубы у него, смотрите, какие. Судак. Клыки. Там снег. Вон, видите, 2 клыка снизу, 2 клыка наверху, и там еще клыки. Вот такой вот. 40, почти 40, 38 сантиметров где-то. По весу такой, грамм на 300. Вот такой судачок. 16-20. У меня еще час есть. Я его сейчас прикопаю. Прикопаю. Покушать надо. И еще порыбачу. Видите, вечером взял. А вот такой красивый букетик. Дарю. Дарю тебе вот такой красивый букетик. Кто будет видеоролик смотреть, знает, кому этот букетик предназначен. Так, что же, продолжаю рыбачить. У меня еще час есть. Видите, взял. Надо сидеть, играть. Настоячку не берет. И сидишь, играешь. Либо возьмет, либо не возьмет. 16-20 взял. Так, я сейчас покушаю. И также 3 удочки поставил. У меня тюльки уже нет, все. Там этот бёршик взял, я тюльку последнюю туда насадил. Больше тюльки у меня нету, поэтому до 5:30 сижу уже. Если клюнет, продемонстрирую рыбу. Что же, буду подводить итог сегодняшней рыбалки. Традиционно 5:30. Хотя солнышко еще достаточно высоко. Темнеть будет после 6 вечера. Больше поклевок не было. Так что давайте подведу итог сегодняшней рыбалки. 1 судачок в обед и 1 вечером. Итого 2 судачка. Вот они, 2 судачка. Сейчас буду их упаковывать. И 3 удочки, которые у меня стоят, тоже. Бур уже сложил. Сейчас все упакую. Поднимаю удочки, и где-то уже без 15-6, без 10-6 я уже двинусь к берегу. Тут недалеко. Там, кстати, большая полыня. Вот полынья такая. Воды нет, но темное пятно. Я его обхожу стороной. Кстати, луну уже видно. В общем, итог сегодняшней рыбалки: 2 небольших судачка. Это радует, потому что остров судачий. И видите, он меня
не подводит. И в этом году, как не подводил и предыдущий сезон, и не зря я его в 2024 году назвал остров Судачи. Здесь судаки водятся. И, наверное, я заранее завершу сезон. Я не знаю, что будет через неделю. Я так запланировал приехать через... Сегодня суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. Через 5 дней. Но я не знаю, что здесь будет через 5 дней. Посмотрю, какая будет погода эти 5 дней. Рисковать, конечно, не хотелось бы. Возможно, через 5 дней тут уже будет опасно. Поэтому, если приеду, приеду. Если нет, то тогда сегодняшнее видео – это завершение сезона зимней рыбалки 2026 года. Я сразу скажу, заранее, потому что если вдруг я не приеду уже больше, то это завершение сезона. Сезон выдался удачным. Он гораздо удачнее, успешнее, чем предыдущий сезон 2025 года. И гораздо успешнее, чем сезон 2024 года. Я начинал в январе рыбачить устье Казанки. Это район улицы Брюсова. Вот. Там установил свой рекорд 7 бершей. Я там поднял. Все эти видеоролики есть. Я за этот сезон снял, наверное, почти 12 видеороликов. Они все у меня есть. Вот. Если кто не смотрел, можно посмотреть. Все они на канале и в Дзен, и в Ютубе, и ВКонтакте. Значит, февраль выдался морозный, снежный, много снега выпало. Были сильные ветра, холода, поэтому первую половину февраля я никуда не ходил, только в 20-х числах пошел, 2 раза только сходил. Февраль выдался такой серьезный. Вот. Рыбачил в районе водозабора. А в марте перебрался уже вот сюда, к своему острову, остров Судачий, и уже рыбачил март здесь. Март повезло, потому что в прошлом году я закончил рыбачить 18 марта. 18 марта уже все трещало, уже было опасно, и 18 марта я закончил сезон. А в этом году, видите, сегодня 28 марта, и если заканчиваю сезон, то весь март я проходил. В марте я ходил, сегодня 6-я поездка в марте. В феврале 2 раза сходил, в марте 6 раз, в январе не помню сколько, тоже, наверное, 6 раз. Так что сезон хороший, удачный. Если сегодня последний день, этой зимой, то увидимся на зимней рыбалке уже в следующем году, в январе 2027. А рыбалку я продолжу здесь летом, наверное, в мае или в июне на резиновой лодке. Отдельный плейлист у меня есть. Резиновая рыбалка и лодка. Как-то так он называется у меня. То есть я буду здесь же, в этом же месте, рыбачить. Возможно, и с ночевкой тоже приеду, как в прошлом летом ночевал здесь. В общем, ждет и меня, и моих зрителей много интересного. Летом тоже. Летом я буду здесь на резиновой лодке рыбачить. Так, вроде бы все. Завершил сегодняшнюю рыбалку и заранее завершил сезон 2026 года. Если приеду через 5 дней, значит будет еще один видеоролик. Если нет, то на этом все. Традиционно загружу видеоролик на свой канал в Ютубе, в Дзен, ВКонтакте, на своем сайте photosofnature.ru. Вот, будут все фотографии, видеоролики, все там, и повествование моей рыбалки. Все, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока. Несмотря на то, что я запланировал вновь приехать сюда через 5 дней, моим планам не суждено было сбыться. В следующие дни температура днем поднималась выше 10 градусов, а ночью выше 5. Плюс достаточно сильно жарило солнце. Стояли безоблачные дни, а термометры в городе показывали до 25 градусов тепла. Снег таял буквально на глазах. Я не стал рисковать и выходить на лед в первых числах апреля. Поэтому 28 марта я закрыл сезон зимней рыбалки 2026. А когда ехал на автобусе домой, уже думал об открытии сезона летней рыбалки на резиновой лодке. Появились новые идеи и знания мест и глубин около острова Судачий.
Поэтому оставалось дождаться мая и приехать сюда на летнюю рыбалку. Так что до новой встречи, остров Судачий.